Они отправились в лес за ягодами и остановились у старого ручья, который давно служил ориентиром для местных. Вокруг стояла тишина, нарушаемая лишь шелестом листвы и журчанием воды. Мужчины спокойно занимались своим делом, переговариваясь, пока внезапно не услышали резкий треск веток неподалеку. Сначала никто не придал этому значения. В лесу это обычное дело. Кто-то предположил, что это олень, другой подумал о кабане. Однако вскоре стало ясно, что ситуация серьезнее. Из густых кустов медленно вышел медведь. Это произошло настолько неожиданно, что трое мужчин, стоявших ближе всего, замерли на месте, словно приросли к земле. Никто из них не был готов к такой встрече, и инстинктивная реакция оказалась сильнее любых мыслей. При этом поведение зверя выглядело странным и не соответствовало привычным представлениям. Медведь не проявлял агрессии, не рычал, не делал резких движений, не пытался атаковать. Он просто медленно направился в их сторону, будто осознанно и без спешки. В его движениях чувствовалась усталость, а не угроза. В этот момент у одного из мужчин, Димы, мелькнула мысль, что с животным что-то не так. Он предположил, что медведь мог попасть в капкан или серьезно ранен. Будучи охотником, он знал, как ведут себя звери в беде, и понимал, что это необычная встреча с хищником. Когда медведь подошел ближе, стало видно, что на его шее висит огромная опухоль. Она почти касалась земли и покачивалась при движении. Казалось, внутри что-то есть. Сам зверь выглядел изможденным. Опущенная голова, сбившаяся шерсть и полное отсутствие агрессии. Только усталость и отчаяние. Несмотря на напряжение, один из мужчин достал телефон и начал снимать. Другой осторожно вытянул вперед руку с курткой, показывая, что не представляет угрозы. Медведь никак не отреагировал и просто стоял. Возникло странное ощущение, будто он пришел к людям за помощью. Позже на место прибыли лесники с ветеринаром. Осмотр показал, что опухоль – результат старой травмы. Внутри обнаружили остатки капкана, обвитого вокруг шеи, а под ним – глубокую зараженную рану с личинками. Именно это и создавало ощущение движения. Стало понятно, что медведь долго страдал, пытаясь выжить. Он искал воду, пищу и, возможно, помощь. И самое поразительное – он сам пришел к людям, словно понимая, что один не справится. Когда его погрузили для усыпления и лечения, все молчали. Даже опытный лесник Петр, которому было 62 года, выглядел потрясенным. Он лишь вытер глаза и тихо сказал, что зверь пришел к людям, потому что знал, иначе не выжить. Этот случай произвел сильное впечатление на всех. Он напомнил, что дикая природа непредсказуема, а даже самые сильные животные могут оказаться беспомощными перед обстоятельствами.